Меня зовут Андрей Шубин. Я родился в Советском Союзе, на территории нынешнего Казахстана, в городе Шевченко. Сейчас он называется Актау. После того, как Советский Союз прекратил свое существование, я с родителями переехал в Россию, там закончил среднюю школу в небольшом городке на юге России. После этого я поступил в Институт тонких химических технологий в Москве, окончил там свое образование по специальности биотехнология, поступил в аспирантуру Института молекулярной генетики Академии наук, защитился. И после непродолжительного времени работы в институте имени Гамалеи я приехал сюда, где нашел позицию исследователя-постдокторанта в лаборатории Крейга Хантера на факультете молекулярной биологии Гарвардского университета. Спасибо, это довольно интересный вопрос, поскольку всю свою жизнь в период школьного образования я относился к биологии абсолютно несерьезно. Я всегда хотел быть химиком, и я уделял этому специальное внимание, я занимался дополнительно для того, чтобы поступить в хороший химический вуз. Мне это удалось. Я очень хорошо помню эпизод, когда я демонстративно на уроке биологии делал домашнее задание по химии или какие-то дополнительные задания по химии, и учительница биологии была учительницей, которая была нашим классным руководителем. Я не знаю, есть ли такая система в школах Соединенных Штатов, то есть это учитель, который курирует конкретно этот класс. И она же у нас и преподавала биологию. Я очень хорошо помню, когда она мне говорила: Андрей, делай биологию, она тебе пригодится. Я просто... У меня это все вызывало изумление. Я говорил, ну как же мне это может пригодиться? Это так скучно. В результате все получилось совершенно иначе. Когда я поступил в институт, действительно, мы поступали на некое направление, однако у нас было место для маневра. Первые 4 года бакалавриата, первые 2 года бакалавриата мы могли изменить свое решение. И, конечно же, поскольку я был настолько увлечен химией, что мне хотелось поскорее взять в руки химическую посуду и начать что-нибудь синтезировать, я напросился работать в лабораторию с самого первого курса. И очень быстро понял, что это вот совершенно совсем не мое. Это был очень большой удар. И я благодарен тем людям, которые тогда взяли меня в эту химическую лабораторию, поскольку они мне дали очень хороший совет. Они поговорили со мной и сказали: ты знаешь, нам кажется, что тебе может подойти больше молекулярная биология. Я сказал, ну давайте попробуем. И таким образом со 2-го курса я оказался в лаборатории белковой инженерии Института молекулярной генетики под руководством совершенно замечательного исследователя Ильи Валерьевича Демидюка, с которым мы провели почти 10 лет в сотрудничестве, то есть с ним я закончил и бакалавриат, и магистратуру, и аспирантуру. Это не является чем-то необычным для российской системы, поскольку я знаю, что в Соединенных Штатах принято менять лабораторию, и, наверное, это более правильно, но это другой вопрос. И под конец своей магистратуры, а также в периоде аспирантуры, я очень хорошо помню свое желание стать более биологом настоящим и работать с целым организмом, что, собственно говоря, я и реализовал, когда нашел позицию постдокторанта здесь, поскольку здесь я работаю с C. elegans, это такие небольшие нематоды, небольшие червячки, и мы изучаем то, как они адаптируются к факторам окружающей среды, меняя экспрессию своих генов. А экспрессия генов – это значит, что белок, который закодирован в фрагменте РНК, накапливается в разных количествах в зависимости от физиологического состояния животного. В свою очередь, физиологическое состояние животного зависит от факторов окружающей среды. И на примере многих животных, и в частности на примере вот этого модельного организма, нематода C. elegans, было показано, что воздействие факторов окружающей среды, например, повышение температуры, снижение температуры или столкновение с каким-либо патогеном, приводит к изменению вот этого баланса белков и других молекул, которые закодированы в геноме. Под другими молекулами я имею в виду те молекулы РНК, которые в которых не закодирован белок. Кроме того, было обнаружено, что вот эти измененные состояния экспрессии генов могут передаваться
от родителей к потомкам, от потомков еще к потомкам. И все это может происходить в течение 4-6, а в определенных случаях и многих десятков поколений. Таким образом, появилась гипотеза, что вот эта передача состояний экспрессии генов, вызванных факторами окружающей среды, может быть механизмом адаптации, которая дает потомкам преимущество к тому, чтобы более хорошо себя чувствовать, а значит больше размножаться, а значит больше оставлять потомство в каких-то измененных условиях среды. И этот механизм, который продолжается только в течение нескольких поколений, может рассматриваться как нечто среднее между адаптацией организма в пределах собственной жизни, то есть физиологическая адаптация к изменениям условий окружающей среды, и адаптацией, которая происходит в результате, например, мутации в ДНК. То есть такая мутация, произошедшая однажды, она закрепляется, и этот организм, и его потомки, грубо говоря, уже никуда от нее деться не могут. В случае же вот этого эпигенетического, то есть не сопровождающегося изменением последовательности ДНК механизма наследования, можно представить себе такое пластичное состояние, когда вы можете наследовать что-то потенциально полезное, но если факторы окружающей среды изменятся, у вас есть возможность уйти и сбросить эту наследственность. Так ли это? Какие гены за это отвечают? Какие механизмы отвечают за вот это вот наследование состояния экспрессии генов через поколение, собственно, составляет предмет нашего исследования в лаборатории профессора Хантера. Я отвечу на этот вопрос с точки зрения человека, который занимается фундаментальной биологией, поскольку разделов биологии очень много, и целей, которые ставят перед собой биологи, значительно отличаются. Моей целью не является разработка какой-то технологии, моей целью не является разработка какого-то лекарственного средства. Моей целью является понимание того, как работает природа, то есть как устроен тот или иной механизм. И, конечно, подбор правильной экспериментальной модели, решение, в каком направлении двигаться, какие эксперименты ставить, какие не ставить, какой подход, скорее всего, покажется перспективным или нет, особенно в рамках карьеры постдокторанта-исследователя, а это позиция, которая ограничена во времени, вот этот весь комплекс проблем и сомнений, которые необходимо разрешить в течение определенного времени с получением определенного формального результата, поскольку если вы хотите двигаться дальше, то вам необходимо опубликовать ваши результаты таким образом, чтобы в них поверили ваши коллеги, и таким образом, чтобы коллеги, которые хотят вас видеть в качестве профессора-ассистента в каком-либо университете или институте, нужно, чтобы этим коллегам показалось, что ваши результаты действительно значительные. Сделать это в фундаментальной биологии, да, наверное, и в любой другой отрасли биологии, достаточно сложно. Да, это очень широкий вопрос. Дело в том, что в 20 веке произошло, наверное, примерно все, что произошло в биологии, поскольку в самостоятельные дисциплины выделились науки, которые мы сейчас знаем, такие как иммунология, биохимия. Многие науки просто возникли в 20 веке. Это молекулярная биология, молекулярная генетика. В общем-то, 20 век начался с того, что были переоткрыты законы Менделя, и это оказало огромное влияние на развитие биологии, которое, в принципе, сложно переоценить. Затем, конечно, была значительным открытием было то, что дезоксирибонуклеиновая кислота была обнаружена в качестве носителя, идентифицирована в качестве носителя генетической информации. После этого были определены структура гена, то, как это все работает, генетический код и так далее и тому подобное. То есть сказать однозначно, что было самым важным, но, наверное, вот это, поскольку это позволило нам, в принципе, понять, как работает живая природа. И как мы можем это использовать, конечно, поскольку сразу за развитием фундаментальной биологии идет биотехнология, и ее успехи за 20 век просто поразительны. Если задуматься о том, сколько было сделано
вот этим коллективным усилием ученых, это, в общем-то, сложно себе представить даже мне, кто, казалось бы, всю свою сознательную жизнь занимается биологией и, кроме того, закончил кафедру биотехнологии. Все равно представить это невозможно. Это существенно изменило нашу жизнь в корне. Что касается 21 века, то, конечно, здесь нужно обратить внимание на то, что вышло в коммерческое использование или, по крайней мере, в каждодневное лабораторное использование технологии редактирования генов, а кроме того, на мой взгляд, огромное влияние оказало развитие высокопроизводительных методов секвенирования, когда мы можем прочитать геномы интересующих нас организмов. Кроме того, мы можем прочитать геномы единичной клетки. Кроме того, мы можем прочитать транскриптомы единичной клетки, то есть это все молекулы РНК, которые синтезируются с матрицы геномной РНК. Это привело к тому, что наше понимание механизмов развития организма в норме, патологии, механизмов развития различных заболеваний существенно улучшились. Я хотел бы объяснить вам, как работает МРНК-вакцина от компании BioNTech, и вспомогательная информация будет представлена на этом слайде. Вакцина от компании BioNTech является МРНК-вакциной. Это значит, что самого антигена, то есть каких-либо структурных фрагментов вируса в этой вакцине нет. В ней есть генетическая конструкция, которая кодирует спайк-белок коронавируса. Это именно тот фрагмент коронавируса, к которому вырабатываются эффективные антитела, в том числе антитела нейтрализующие. Это такие антитела, которые способны заблокировать саму способность вируса инфицировать клетки. Данные генетические конструкции, молекулы МРНК, упакованы в специальные синтетические липофильные частицы, которые позволяют доставить вакцину в клетку. И вот когда эта вакцина попадает в клетку, данная частица раскрывается, выпускает во внутреннее содержимое клетки, в цитоплазму, молекулы РНК, они используются внутренней машинерией клетки для синтеза антигена. То есть происходит трансляция. Данная матричная РНК используется в качестве матрицы, и с помощью рибосомальных комплексов происходит синтез антигена. Далее этот антиген процессируется специальным машинерией клетки для того, чтобы создать небольшие фрагменты его, которые затем представляются на поверхности клетки в комплексе со специальными молекулами, комплексами гистосовместимости. Здесь вступают в игру клетки иммунной системы, то есть вот показанный здесь CD4 T-helper распознает представленный фрагмент антигена, распознает его как чужеродный фрагмент, который был не синтезирован в организме хозяина, и T-helper активируется, и в свою очередь активируют цитотоксические T-киллеры. Это клетки, которые способны убивать другие клетки, на поверхности которых они найдут антиген, то есть это могут быть клетки, которые инфицированы вирусом. Кроме того, T-helperы проводят активацию Б-клеток, это клетки, которые ответственны за выработку антител, и, как я уже упомянул, в случае данной вакцины эти антитела имеют высоко выраженную нейтрализующую способность, то есть позволяют эффективно предотвращать инфицирование клеток вирусом, который находится во внеклеточном пространстве. Таким образом, поскольку эта вакцина очень эффективна, применение этой вакцины существенно снижает смертность от коронавирусной инфекции, а также существенно снижает вероятность заболеть. И если вы все-таки заболеете, то, скорее всего, ваша болезнь пройдет в достаточно легкой форме. Есть такая более или менее, что ли, общепринятая точка зрения, но я думаю, что если вы спросите любого специалиста, он с вами не совсем согласится. Сейчас очень модным направлением является нейробиология, и действительно она развивается очень быстрыми темпами. Кроме того, есть подразделения компьютерной биологии, вычислительной биологии, биоинформатики, но я как генетик и молекулярный биолог, безусловно, могу сказать, что и эти дисциплины являются чрезвычайно перспективными, особенно с точки зрения производства новых технологий в здравоохранении и новых лекарств. Поэтому однозначно я, наверное, ушел бы от четкого ответа на этот вопрос, поскольку в биологии, в современной, огромное количество направлений, и все они возникли не просто так, а для того, чтобы изучать природу и служить человечеству. И таким образом все они развиваются очень стремительно, и все они могут принести огромную пользу.
Таким образом, все из них являются перспективными. Действительно, надо сказать, что английский язык является основным языком в биологии, и я подозреваю, что то же самое можно сказать и о других науках. Что касается русского языка, то мне он помог в случаях, когда меня интересовала история науки. С большим удивлением я узнал, что, например, основополагающие эволюционные идеи были сформулированы не только западными учеными, но также и учеными, которые находились в России или в Российской империи. И, конечно, было очень интересно почитать их оригинальные работы и посмотреть, каким образом они рассуждали. То есть я подозреваю, что для англоязычного исследователя, который не знает русского языка, получить такую информацию было бы более затруднительно. Безусловно, поскольку современные научные команды представляют собой очень интернациональные коллективы, то если вы знаете не только язык, но еще и культуру, то наладить рабочее общение и какое-то эффективное взаимодействие гораздо легче, если вы понимаете контекст, который заложен в культуре. Я со своей стороны могу сказать, что поскольку подавляющее большинство моего круга общения, моих коллег, это американцы, то, несмотря на то, что я довольно неплохо знаю английский язык, когда они переходят на уровень культурный, в культурный слой, в культурный контекст, мне приходится непросто. И я иногда ловлю своих коллег и прошу их объяснить, а что это значит. Оказывается, что это был какой-то мультик в их молодые годы, который они все смотрели, а я, естественно, не подозреваю ничего, или я смотрел тот же самый мультик, но поскольку смотрел я в русском переводе, то ассоциации у меня совершенно другие. Таким образом, если вы знаете русский язык, вы читаете, вы смотрите, то вы знаете контекст, вы можете удачно пошутить, разрядить обстановку и стать очень хорошим коллегой. Это чрезвычайно широкий вопрос. Очень сложно сказать, что же является наиболее важным в биологии. Давайте я назову слово, которое было актуально и в 2020, и в 2021, и в 2022 году, и я буду ориентироваться на то, какую роль биология оказывает и какое влияние биология оказывает на нашу с вами каждодневную жизнь. И я скажу, что слово года – это все еще слово «вакцина». Действительно, технология редактирования генома открывает доселе невиданные перспективы как в области лечения заболеваний, так и в области, давайте скажем так, направленной модификации свойств организмов. И что касается человека, то, конечно, это самый важный вопрос. Можем ли мы что-то изменить в человеке для того, чтобы сделать его лучше? Можем ли мы уже в эмбрионе произвести нужные изменения для того, чтобы сформировавшийся из этого эмбриона человек был здоровым и так далее и тому подобное. Однако, насколько мне известно, среди тех исследователей, которые непосредственно занимаются совершенствованием технологии редактирования гена, в настоящее время они не уверены, что они могут использовать эту технологию для, например, исправления дефектов, которые обнаруживаются на эмбриональной стадии развития. Основной проблемой этой технологии является так называемое нецелевое редактирование, что ли, когда кроме тех модификаций, которые вы хотите, вводятся модификации, которых вы не ожидаете. Поскольку геном очень большая штука, то эти модификации могут остаться незамеченными или может показаться, что они не имеют какого-то значения для развития организма. Однако на самом деле мы этого не знаем. И чем это все обернется, непонятно. Поэтому текущий главный вектор развития этих технологий заключается в повышении точности, в повышении уверенности того, что мы используем эту технологию для введения именно тех изменений, которые мы ожидаем и хотим ввести.
Что касается моего личного к этому отношения, то мне кажется, что на текущей стадии развития этой технологии мы можем использовать ее для лечения заболеваний. Например, если у человека онкологическое заболевание, и его можно вылечить путем применения этой технологии, то, наверное, нужно соотнести риски. Наверное, человек захочет вылечиться от онкологии, которую он уже имеет, даже осознавая тот риск, что, возможно, что-то будет не так в будущем. Однако, по крайней мере, у этого человека будет будущее, и там уже будут какие-то вероятности, решения которых он может принять сам. Что касается эмбриона, то здесь, кроме проблемы точности действия этой технологии, есть этический вопрос, и часто этот этический вопрос может быть очень неожиданным. Я приведу один пример. Среди нас существуют люди, которые не способны, например, слышать. Мы живем с этими людьми бок о бок уже много-много столетий, и такие люди существуют много столетий, и у них сформировалась собственная культура, которая связана с неспособностью слышать. Соответственно, в современном обществе, в этом слое общества существует мнение о том, что лечиться от этого не нужно. И что люди, которые не слышат, настолько же полноценны, как и люди, которые слышат. Кроме того, люди, которым предлагают вылечить их детей от глухоты, могут быть не согласны с этим, поскольку они считают, что таким образом дети не смогут продолжать их культурные традиции, и в результате вот тот культурный опыт, который был накоплен этими людьми, постепенно будет сведен на нет. Таким образом, мы имеем довольно интересную ситуацию, когда то, что признается заболеванием одним, не признается заболеванием другими, и не очень понятна ситуация, могут ли родители решать за своего ребенка будущего, лечить ли его от этого состояния или нет, то есть исправлять это состояние или нет. Я не являюсь специалистом по этике, и вот, например, данный случай действительно приводит меня не в замешательство, но в состояние такого глубокого раздумья над тем, что же делать в данной ситуации. Книги. Очень сложный вопрос. Русских книг любимых очень много. Давайте я, наверное, назову все книги братьев Стругацких. Мечников. Не чрезмерно полагаться на авторитеты, не бояться заводить социальные связи. Это чрезвычайно важно в науке. И третье, наверное, быть уверенными в себе. Каждый из нас способен сделать гораздо больше, чем думает. Хороший вопрос. Обе эти вакцины, как показало время и беспрецедентный масштаб их использования, работают очень хорошо. Тем людям, которые выбирают между спутником и Модерной, наверное, стоит знать, что вакцина «Спутник» основана на аденовирусной технологии, которая, в общем, довольно хорошо известна. Ее свойства известны, и на основе этой платформы были сделаны уже несколько вакцин, в том числе тем же институтом Гамалеи, которые также показали свою эффективность. Что касается вакцины от компании Модерна, то ее эффективность не вызывает вопросов, однако эта технология самая новая, и я надеюсь, что в будущем мы сможем, не мы, а врачи могут давать рекомендации того, что вам подходит больше, в зависимости от индивидуального
состояние вашего здоровья. Я думаю, это самый правильный подход в выборе вакцин. Ну, а сейчас, в таком полувоенном времени, в период пандемии, вакцинируйтесь теми вакцинами, которые доступны конкретно вам в вашем регионе.